Доброго времени суток! Канал Masters of Body вас приветствует. И с вами, как всегда, Андрей Шарапов, Константин Придьма, Дмитрий Журавель и Алина. Алина. Привет! Тема сегодняшнего выпуска – тренировка в домашних условиях. Именно эта тема стала востребованной в объявленном нами недавно конкурсе. Эта тренировка подойдет максимальному количеству людей, тех, которые по тем или иным причинам не могут в данный момент посещать спортзал. Возможно, они давно не занимались, возможно, у кого-то дома маленькие дети и не с кем оставить, и девушка, например, может заниматься в домашних условиях. Либо же у человека был просто большой перерыв, и перед тем, как пойти в зал, вы желаете привести свое тело в номинальный тонус. Поэтому этот комплекс упражнений, который мы вам покажем, будет простым и понятным, но позволит вам тонизировать все большие мышечные группы. Плечи, спину, грудные мышцы, ноги, мышцы брюшного пресса и, конечно же, поясницу. Первое упражнение в нашем сегодняшнем комплексе – это экстензии на полу. Сначала выполняем прямо. Можно использовать вариации попеременно. Правая рука, левая нога и наоборот. Либо же более сложный вариант. Для того, чтобы задействовать плечевой пояс и спину, отводим руки назад и через стороны возвращаем руки на место вперед. Медленно опустились, руки перевели в переднее положение, опустились. Обязательно обращаем внимание на плавность дыхания. Вам должно быть в первую очередь комфортно дышать. Второе упражнение нашей программы – подъем корпуса лежа на полу. Можно делать слегка согнутыми ногами. Максимально при этом в нижней точке растягиваем живот, но не расслабляемся, не путаем эти два понятия. Если такая техника дается вам с трудом, можно слегка помогать себе руками за бедра. Выполняем по 10-20 повторений. Также можно зацепиться ногами за какой-либо упор. Табуретку, стул, стол, диван. Это облегчит работу для начинающих и позволит вам сделать большее количество повторений. Следующее упражнение для тренировки брюшного пресса – подъем ног лежа на полу. Можно выполнять, облокотившись руками вдоль корпуса, держимся за пол. Также на вдохе ноги опускаем, на выдохе поднимаем. Если сильно тяжело, можно ноги слегка согнуть в коленях. Главное не расслабляться и не бросать в нижнюю точку. Если есть возможность, также можно держаться сзади руками за что-либо. Диван, стол, стул, все, что у вас есть дома. Следующее упражнение – отжимание от пола. Оно поможет укрепить грудной отдел, плечевой пояс, трицепсы. Также участвует пресс, мышцы спины и напряжены ноги. Если получается, делаем в классической правильной технике. Выдох на усилие, 10-12 повторений. Если классическая техника дается вам с трудом, можно выполнять это упражнение с колен, с согнутыми ногами. Точно так же грудь и тазобедренный сустав одновременно касаются пола. Выдох на усилие, выполняется 10-12 по возможности повторений.
Если же техника отжимания от пола вам также дается с трудом, можно выполнять от какой-либо возвышенности, например, от стола. Также делаем 10-12 повторений. И теперь еще один момент. Часто задают вопрос по поводу локтей, куда их направлять, прижимать или оттопыривать в сторону. Наше мнение следующее. Локти должны работать в максимально комфортной для вас амплитуде. Это позволит выполнить максимальное количество качественных повторений. Если же мы хотим сделать акцент больше на внутреннюю часть грудных или на трицепс, мы это делаем с помощью изменения ширины постановки рук. Следующее упражнение – приседания. Выполняем по 12-15 раз. Внизу вдох, вверху выдох. Смотрим немножко вверх, поясницу не сгибаем. Акцент на пятки, чтобы не перегружать коленные суставы. Если же такая техника вам дается вполне легко, можно усложнить. Вытянуть руки над головой, взять можно любую веревку, скакалку, палку от чего-либо. Именно выполняя упражнения в такой технике, вы улучшите положение своего позвоночника и больше проработаете над своей осанкой. Это полезно как и юношам, так и девушкам, мужчинам и женщинам. Если же первые два варианта приседаний вам даются с трудом, можно выбрать самый облегченный. Руки держим перед собой, также подбородок слегка вверх. Можно догрузить плечи, а можно скрестить руки на груди. Главное, контролируем положение колен, акцентируем сет на пятки и плавно дышим. Можно видоизменить слегка технику приседаний, взять в руки небольшое отягощение, например, бутылку с водой. В такой стойке больше задействуем приводящую мышцу бедра. Как видите, спина у нас находится в постоянном наклоне, поэтому мышцы спины будут задействоваться меньше, а ягодичные мышцы будут прокачиваться больше. Количество повторений делаем также от 12 до 15. Усложнить эту технику можно, делая небольшую паузу в нижней точке амплитуды. Следующее упражнение – обратное отжимание. Продолжает воздействовать на грудные мышцы, на плечи и, конечно же, на трицепсы. Техника выполнения простая. Главное не округлять спину, не округлять поясницу в нижней точке. Ноги стоят на пяточках, носки слегка вверх. Табуретку или стул, что у вас есть, желательно прижать к стене. Заканчиваем комплекс сегодняшних упражнений, естественно, планкой. Начинаем с классического положения. Ровный корпус, стоим на локтях. Время, естественно, у вас будет меняться впоследствии. Поначалу выбираем комфортные промежутки. Простояв определенный промежуток времени на локтях, не касаясь корпусом пола, можно выйти и поменять положение, на ровных руках занять. Здесь также участвует большинство мышечных групп, которые мы проработали до сих пор. Также, используя промежуток времени по окончанию, пытаемся выйти в ровное положение, используя метод из йоги «собака мордой вниз». Главное, делая такое упражнение, чтобы во время выдоха ваши пятки стали на пол. Каждый человек имеет разную растяжку, поэтому как близко вы подвинете руки к своим ногам, это, конечно же, индивидуально. С каждой тренировкой это будет получаться у вас лучше и лучше. После мы выходим в ровное положение корпуса, слегка расставляем ноги шире и переходим в глубокий сет. Это также статическая нагрузка, которая поможет задействовать нижнюю часть тела. Чтобы подключить плечевой пояс, мы выводим руки в стороны и разворачиваем кисти большим пальцем вниз. Вся эта статика должна занять у вас 1,5-2 минуты. Впоследствии, в течение какого-то промежутка времени, месяца или двух,
Пытайтесь довести до 5-6 минут. Выполнив предыдущий комплекс упражнений, который мы вам показали, можно заняться слегка стретчингом. Потянуться вперед, назад, любые упражнения, которые вам под силу, можно сделать. Главное, соблюдайте при этом осторожность, суставы не перегружайте и глубоко дышите. Весь этот комплекс, который мы вам показали, мы выполняем по кругу, каждое упражнение. Начинаем вашу подготовку с минимума, с 2 кругов. Как я говорил раньше, упражнения выполняются от 10 до 20 повторений, о чем мы напишем в описании. Пытаемся довести до 4-5 кругов. И когда вы осилите эту программку и у вас все будет получаться, можно переходить к более сложному комплексу. Друзья, только что мы показали вам комплекс упражнений для домашней тренировки для начинающих. Надеемся, он был для вас полезен и ждите продолжения. Мы приготовим вам вторую часть, которая будет немного более сложной и будет больше нацелена на женскую часть нашей аудитории. Не забываем подписываться на наш канал и ставить лайки. Жмите колокольчик. И мы благодарим за поддержку нашего канала благотворительный фонд «Сердце украинской нации». С вами были Андрей Шарапов, Константин Придьма Дмитрий Журавель. и девочка с колокольчиком Алина. Алина. До новых До новых встреч! встреч! Пока.